Huh. Welcome to Forever, man. Let's go. Come on. This forever. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O.N. to the easy E. Даешь горелку, я тебе помогаю птичками. Не, без шуток. Потом типа, по игре невозможно выиграть. Пока сложно сказать, нравится мне здесь или нет. Только прилетели, никуда с отеля не выбирались. Тут сейчас сезон дождей. Маленький дождик чуть-чуть. Так можно пройти, чтобы не накапывало. На улицу несколько раз выходили подышать воздухом, не знаю, толком еще ничего не видели. Видел только колесо обзора недалеко от нас и набережную. Возможно, в какой-то из дней будет возможность сходить, посмотреть, осмотреться, как бы, ну, хотя бы немного в городе. По кухне могу сказать, что очень много морепродуктов. То, чего у нас не хватает, и я, в принципе, к этому очень положительно отношусь, мне нравится. Я не так много турниров посетил подобных. Ну, в принципе, все прикольно, мне все нравится. Еда хорошая, отель хороший, расписание хорошее, ну, все круто. Для меня я сильно и вырос, ну, повзрослел, возмужал, все в таком плане. Какие-то самые яркие моменты, ну, очень было приятно пройти на International, так как я давно мечтал. Сожалею, что на International заняли последнее место, предпоследнее. Ну, самые яркие моменты однозначно это квалификации на International, потом как бы сам International, подготовка к нему, буткемп в Китае, как бы и сам Инт. Ну и другой момент, это сейчас вот отборочные на мажор в Германию, то есть я считаю, это вот отличное такое яркое окончание этого года. Ну и, возможно, еще высокое место в Сингапуре здесь займем. Как бы это было бы тоже дополнительным таким плюсом. Ну, как бы уверенность для команды, которая нам нужна вот на грядущем мажоре. У тебя аккуратно, ты все играешь. Что, стрик поставить? Конечно. Видишь, там паразит играет на дисрапторе боли. Выиграешь, все ломается. Style, put you in Chanel cause it's just perfect for your smile. Girl, I swear for you I'd run the world, I'd run the miles. The way you look at me, I think I'm going insane. It's crazy how we started out to what the love you can't end. Вопрос. Дай вот сердечко, кстати, сделал. Да, вопрос занимаешь. Вот. Да. Или вот так. Это как ты делаешь? Ты что, не знаешь, это вот у корейцев вот так, типа, сердечко. So this is just a small token of appreciation. Самое приятное в спиди-спорте это халява. Че, Заяц, не хочешь ворваться, а я играть пойду? You got me going crazy, stone cold up, but my blood keeps crazy. If you run, then I'm chasing. Первые впечатления очень позитивные. Ильяс, в принципе, ну, не знаю, ничем не отличается от того, что как бы, я себе представил в онлайне. Он все так же как бы спокоен, сдержан, позитивен. Так или иначе видно, что он еще как бы немного стесняется в силу как бы своего возраста, нехватки какого-то опыта. Конечно же, в команде мы пытаемся как бы его помочь, подбодрить. Мы с ним как раз руммейты. And they were roommates. Oh my God, they were roommates. Ну, не знаю, пока сложно как-то оценивать.
потому что всего лишь 2 дня здесь находимся. Единственное, могу сказать, то, что внешне я ожидал, то, что Ильяс, он будет меньше. То есть, ну, я думал, 17 лет, глядя на фото, я думал, то, что как бы он шкет, где-то ростом примерно как Влад, а он оказался очень высоким. Так он молодец, хорошо держится, и то, что вот мы играем групповой этап, то есть я не вижу там, да, то, что какие-то нервы играют или еще что-то, то есть он очень хорошо справляется с первым ланом крупным. Ильяс, да, в принципе, все так же, как и в онлайне, как и на квалах, все круто, Ильясик нравится, Ильяс круто играет, и круто, что мы вообще его нашли и подобрали. Magical, going after X-Nova, Rolling Thunder will be there connecting on pretty much everyone in LGD. FY commits the Poison Nova as well. Crystallize just going after X-Nova on that trend, trying to find that dieback, and now Magical comes in. He cleans him up. Arme got to be very careful about how much damage he cops. That Meld will not find the kill. Arme! He's been stuck behind Arme. They got the glimpse! Somnus now trying to find something out of nothing. I think this game's just gone though, as LGD are falling one by one. Can we take a Bunsen break? Красавцы. Так, кстати, прыжок реально с Пангалером. Я сказал, я их в чем проблема? На самом деле, очевидно, Running, you are all I needed back then, now I'm buzzing. Yeah, she said I didn't change, I said you just stay the same. С ЛГД, очевидно, было играть для нас проще. То есть мы достаточно уверенно выиграли 2-0. Я считаю, против Гамбит было сложнее. В этих играх, то есть у нас был шанс победить. То есть мы его не до конца реализовали. Первая игра была намного сложнее, чем вторая, потому что там уже как бы проблемы были со стадии лейнинга. То есть да, в один момент мы потом круто камбэкнули, но не смогли это довести до конца. А во второй игре здесь ситуация как бы сильно отличается. Здесь у нас линии выглядели сильнее. То есть у нас просто, ну, где-то, я не знаю, как это сказать, где-то не доиграли, где-то очень сильно не везло. Отдельная как бы ситуация — это стоп-линии, где у нас тренд веник, то есть враги 2 раза заденаились. Еще как бы забрали ФБ на ровном месте, то есть там просто вышка убила Пашка. Очень сильно вот этот момент на игру повлиял, потому что по факту здесь уже со стадии линии мы должны были вести. Дальше по игре, то есть мы там как-то по чуть-чуть набирали, камбэкали, опять же шансы выиграть были, мы этим не воспользовались. По факту Гамбит где-то сыграли лучше, можно сказать именно так. То есть однозначно они сыграли лучше в этой серии, и они молодцы. Ну, объективно, типа, вот если там не брать эту драку в Рошана, где мы камбэкнули, типа, на слейнинга, ситуация у нас сложная. По-моему, просто когда мы их убили на Рошане, мы уже выиграли, просто, как мне кажется. На тот момент, да, ну, это камбэк был. Да, потом просто какой-то неожиданный сатаник, нас всех почему-то убили. Очень плохо медик. Там даже они без сатаника нас бы похоронили. Монстра я убил, типа десаптор убили до драки, считай. Он ничего не дал. Ну, первое время были трудности, это было понятно, что так будет, но мы как-то вместе справлялись, помогали друг другу. Сейчас, в принципе, но он не один капитан, они разделяют эти обязанности с Пашей, плюс мы, на самом деле, начали больше колить. Поэтому, ну, думаю, все круто. Пока сложно оценить все-таки, как это глобально повлияло, потому что пока, кроме квалификации на мажор, ничего не было. Квалификации, как мы помним, были всего лишь в течение, как бы, ну, там, буквально 3-4 дня было у всех команд на освоение патча. Это нормально, то, что даже кто-то из топ-команд, ну, не успел за этот краткий промежуток освоиться, как бы, лучше остальных. И по факту мы сможем уже судить вот на ближайших турнирах, конкретно здесь в Сингапуре, и на мажоре, который пройдет у нас в январе. То есть вот уже сможем наглядно оценить, насколько сильно это повлияло. То есть и появились ли какие-то новые команды, да, для которых этот патч откровенно как бы в плюс. То есть я считаю, ну, для нашей команды я могу так сказать, что этот патч однозначно хороший. Самое главное — это умение приспосабливаться, то есть мы просто быстро освоились именно в новом патче. Ну, новый патч, ну, как бы на лейнинг ничего не изменил. В миде все точно так же, как и стояли, так и стоят. А в плане хиропола и так далее, ну, прикольно, вернулись какие-то герои, какие-то новые появились, каких-то новых я добавляю.
Но мне этот патч нравится, он мне подходит. После изменений в составе основной нашей задачей было перераспределение ролей в команде. То есть я считаю, мы с этим хорошо справились. Я все так же отвечаю за драфты и за много вещей, за которых отвечал до этого. То есть сейчас по драфтам я зачастую советуюсь больше с Зайцем. То есть мы готовимся к соперникам. Ну вот тоже, ты про Феникса вначале спрашивал, типа, что тебе нужна книга эта, ты, конечно, она уже имеет смысл. Ты брал книгу по итогу? Нет, я взял, может, слишком много. Я знал, что ну хорошо было. Он идет, короче, идет на линию, так мне дошивы, пингует 2000, я ему оставил. Идет по топу, так мне дошивы чуть-чуть, 1000, и все забирает. Надпись «Пак на ласпик», еданчик такой. Сюда. Что, пак на спик, да? Идея была жесткая. Нет, я вообще не сыграл ни одной игры ни на одном, ни на втором. Про Snapfire сложно сказать. Он, ну такой, в правильных руках он имеет смысл, а вот Spirit он сломан, он очень сильный. Да, на самом деле сейчас почему-то кажется то, что, ну вот мы сыграли с LGD, вообще, в принципе, сейчас Dota не особо важно, против кого именно ты играешь, сейчас важно именно свою игру исполнять, и как-то все равно, кто против тебя. Поэтому, не знаю, абсолютно все равно, что против ЕГЭ, что против Вичи, что против Гамбит и всех остальных.